Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, подписывайтесь на наш канал, пересылайте это видео всем своим друзьям и знакомым. Тема сегодняшнего видео – как начать практику благодарности. Это видео войдет в плейлист июль, и второе полугодие, первый месяц – это очень хороший повод начать вести практику благодарности. В первом полугодии мы отчаянно боролись за свои цели, за начало новых проектов, за изменение себя, за стремление к высоким целям. Для кого-то это были новые увлечения, для кого-то это были новые привычки. И сейчас я расскажу о том, как практика благодарности помогает вам достигать своих целей. Для тех, кто смотрит видео о колесе жизненного баланса первый раз, я еще раз напомню, что миссия колеса жизненного баланса – это стремление к профессиональному и личному долголетию. К своему личному и профессиональному долголетию мы идем через 8 сфер. Колесо жизненного баланса Long Swim – это про жизнь, про практику применения теории к реальным жизненным ситуациям. Для тех, кто практикует колесо жизненного баланса первый раз или первый год, безусловно, они сталкиваются с большими сложностями в идентификации, правильно ли я поступаю, почему у меня нет значительных успехов, почему других успехов у меня нет. Поэтому регулярно смотрите наше видео. Мы стараемся в видео разбирать практические кейсы, неоднократно возвращаемся к теории, и вы, почувствовав теорию на кончиках пальцев, начинаете понимать, что даже если вы немного будете практиковать инструменты колеса жизненного баланса, в вашей жизни появляется какая-то структура. Благодаря этой структуре, некоторым полочкам, я еще раз напомню, что колесо жизненного баланса Long Swim – это такая таблица Менделеева в натуральном измерении, где кроме наших инструментариев вы можете предлагать свои инструментарии, свои наработки, свои мысли, свои инсайты. Поэтому не стесняйтесь, пишите в комментариях, что для вас оказалось увлекательным и полезным помимо нашего канала. Присылайте прямые ссылки, присылайте авторов, которые хорошие мотиваторы, книжки. Любой источник информации для нас будет полезным, потому что колесо жизненного баланса Long Swim, оно постепенно развивается. Мы некоторые инструментарии добавляем сразу, как только о них узнали. Очень много узнаем из профессиональной литературы. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему сообществу. Давайте будем единомышленниками. Я продолжаю. Итак, что такое практика благодарности? Практика благодарности – это такая система навыков, когда вы можете тому человеку, который оказал в вашей жизни большое влияние, будь то родители, родные или близкие, друзья, специалисты, сразу высказать мысль о том, что эта информация, навыки или время, проведенное с вами, оно было для вас полезным, чем-то мотивирующим, чем-то вдохновляющим. Это простые слова похвалы, искреннее чувство, которое вас переполняет и стимулирует вас к действию. Чем благодарность отличается от похвалы? Благодарность означает, что вы приступили к действиям, похвала означает, что вам это понравилось. Это не самое точное определение, но если так простыми словами, можете этим определением пользоваться. Если у кого есть какие-то другие, более точные, более изящные определения благодарности и отличия благодарности от похвалы, пожалуйста, пишите в комментариях, приглашаем вас к диалогу. Мы всегда рады вашим высказываниям, а я продолжаю. Итак, практика благодарности, как она выглядит в различных сферах. По нашей хорошей традиции проходим по всем сферам. Если вы не смотрели наше первое видео, я напомню, что самая главная сфера в колесе жизненного баланса под номером 1 – это сфера семья и отношения. То есть мы строим свою жизнь, исходя из того, что в нашей жизни может появиться тот человек, с которым мы будем разделять свои горести и радости. В семье рождаются счастливые дети. Семья – это вот такой вот уют и колыбель безопасности. Но если мы вернемся к колесу жизненного баланса, первая сфера, с которой вы можете начать делать изменения в своей жизни, это яркость жизни. Она граничит со сферой семья и отношения. И с этой сферы мы начнем рассказывать о практике благодарности. Практика благодарности – это в сфере яркость жизни, это баланс между работой
и отдыхом. Мы должны себя поблагодарить за то, что вовремя начали отдыхать, и должны благодарить себя за то, что вовремя начали работать. Если мы говорим о терминах, в проектном менеджменте есть два принципа: начать как можно раньше и начать как можно позже. Если у вас колесо жизненного баланса прокачано, и вы уже ощущаете, что к целям вы идете планово, планово означает, что вы в реализацию своих целей привлекаете своих единомышленников, партнеров, подрядчиков. Если вы сторонник импровизации, это тоже хорошо, так тоже можно идти к своим целям, но у вас очень ограничен набор ресурсов, когда вы можете кому-то что-то делегировать, у вас ограничен перечень подрядчиков, к которым вы можете обратиться. Все это вызывает дополнительное эмоциональное напряжение, дополнительную затрату душевных сил, нервов, и это не самый экологический способ достигать своих целей. В колесе жизненного баланса LongSwim, если вы все достаточно хорошо спланированы и цель для вас является на данный период времени актуальной, пожалуйста, делайте все запланированно, начинайте все как можно раньше, для того, чтобы у вас был запас времени. Если вам не хватает какой-то экспертизы, через личностный рост вы получаете необходимые знания. 3 основных принципа, которые есть у нас, они всегда перед экраном. Пожалуйста, не забывайте задавать вопрос, с чего можно начать. Второй вопрос, чего можете достичь, то есть потенциал, емкость рынка, какие возможности есть в вашем распоряжении. И самое главное, всегда ищите единомышленников. Наш YouTube-канал посвящен такой теме, как поиск единомышленников, потому что тема единомышленников, она, конечно, классная. Это про сообщество, это про то, что многие вещи мы можем делать сообща и классно, но как находить этих единомышленников, никто еще не рассказал. Если у вас есть такой источник, где эта информация раскрыта более лучше, чем у нас, пожалуйста, пишите в комментариях, всегда рады этой информации. Итак, переходим к следующей сфере, сфера духовный рост и творчество. Как здесь выглядит практика благодарности? Практика благодарности здесь выглядит все очень просто. Не предавайте свое хобби. Хобби уделяйте минимум 2-4 часа в месяц. Хобби важно тем, что вы занимаетесь любимым делом. Любимое дело очень вас хорошо перезагружает от того напряжения, которое вы испытываете при интенсивной умственной работе, при интенсивной физической нагрузке. Не обязательно здесь благодарить окружающих, просто благодарите себя за то, что вы не бросаете это хобби, это раз. Второе, в хобби вы достигаете каких-то высот, это 2. И третий момент, ваши жизненные ценности из той благодарности, которую вы себя хвалите, забота о себе – это тоже забота о людях. Эта практика благодарности помогает вам поддерживать вашу самооценку, а самооценка помогает вам справляться со стрессом легко, так сказать, непринужденно. Следующая сфера карьеры и бизнеса. Практика благодарности вам нужна для того, чтобы вы со своими коллегами на одной работе, на другой работе поддерживали ровные дружеские отношения, чтобы у людей было желание вам помочь, потому что вы благодарный человек или тот человек, который не стесняется похвалить, поблагодарить за оказанную помощь, за хорошую поддержку. Те, кто работает в бизнесе или в любой профессиональной деятельности достаточно давно, они начинают замечать, что со временем и интенсивностью нагрузки люди меньше коммуницируют в коллективе. Это есть не очень хорошее явление, поэтому если вы руководитель или владелец бизнеса, пожалуйста, уделите этому моменту как можно больше времени, через каких-то специалистов сделайте какую-то свою практику благодарности. Вы как собственник бизнеса, вы как руководитель, не забудьте в течение отчетного периода 1 недели или целого месяца поблагодарить тех людей за их вклад. Безусловно, это не денежное вознаграждение, это просто хороший коммуникационный навык, когда вы признаете заслуги этих людей. Это тоже очень важно. Вы даете людям понять, на кого нужно равняться. Вы даете людям понимание, что ваш бизнес построен на хороших принципах, и эти хорошие принципы помогают вам выстоять в хорошей конкурентной борьбе. Следующая сфера – деньги. В чем заключается практика благодарности? Здесь практика благодарности заключается в том, что когда вы в сфере деньги переходите к состоянию 4-8, то есть занимаетесь рекламой своей экспертизы, своих товаров или услуг уже целенаправленно, планово, систематически.
А здесь практика благодарности приходит вам извне. И люди, поняв, что вы тот эксперт, который реально может справиться с ситуацией, они вас рекомендуют, то есть это так называемое сарафанное радио, и в комплексе реклама плюс рекомендация создает вам имидж уникального специалиста, и вы становитесь известным за пределами той страны, в которой вы находитесь, и конкурируете с другими экспертами. Это тоже достаточно амбициозная задача, но другие эксперты в другой стране, они не будут иметь такой эмоциональной поддержки, а в сфере денег у кого больше эмоциональной поддержки, тот выигрывает, потому что сфера денег – это про доверие, это про репутацию, а репутация без эмоциональной поддержки, она никак не существует. Следующая сфера, где существует практика благодарности, это сфера личностный рост. Состояние 0,4 вы поглощаете знания, вы в этих знаниях ищете какой-то инсайт, вам этих знаний может не хватать, то есть вы прослушали какую-то лекцию, вы прослушали какой-то курс, но вас это не цепляет. Если вы благодарите лектора или того человека, который смог вам выделить время и поделился своим опытом, через эту благодарность вы поймете, что вы этого человека поблагодарили за то время, за те усилия, которые он сделал. А возможно, через год вы уже к этим лекциям вернетесь с другим состоянием, с пониманием того, что наконец-то до вас дошло, что хотел сказать тот человек. Вы эти знания начнете применять легко на практике, у вас возникнет от этих знаний какая-то монетизация, и у вас появляется вторая возможность этому человеку написать, сказать или просто в своих социальных сетях написать, что благодаря этому человеку через год или через два к вам пришло озарение, инсайт, и до вас наконец-то дошло, что автор хотел сказать. И мы плавно приближаемся в сфере личностного роста к теме наставничества. Наставничество для вас ожидает классная тема. Вы через наставничество структурируете свои знания, то есть вы начинаете понимать, каких знаний вам не хватает. Это можно быстренько решить через дополнительное обучение, через дополнительную проработку своих методических материалов. Или вы заметите, что ваша экспертиза, я вам всем этим хочу пожелать такого состояния, уже настолько уникальная, настолько классная, что вам ее уже пора двигать на мировой рынок, и на мировом рынке вы получите обратную связь, что да, раньше вы скромничали, а теперь ваш вклад в развитие человечества или в какой-то отдельной отрасли оценили в виде благодарности. То есть наставничество, оно связано с тем, что вы получаете достаточно мгновенный эмоциональный отклик. Это дало закрытие пробелов в знаниях для каких-то людей, это профессиональная деятельность. Если это какая-то личная эффективность, люди начинают через ваши знания, через ваш рассказ получать инсайты. Это вот наконец-то у человека сложилась какую-то единую хорошую конструкцию, которую он может применять в своей жизни, и для этого произошло нечто странное. Люди встретились с вами, вы с ними поделились своим замечательным опытом или негативным опытом, у кого как получается в жизни. Главное в личностном росте на свой жизненный опыт смотреть с некоторым чувством юмора. Почему? Потому что вы уже преодолели эту ситуацию, и если вы на предыдущий опыт смотрите с воодушевлением, это значит, ваш опыт не зря оказался для вас структурированным, то есть вы уже в этом опыте ищете свое воодушевление. Следующая сфера – здоровье и спорт. Как здесь практика благодарности помогает вам достигать спортивных результатов. Мы занимаемся спортом для того, чтобы свое здоровье привести в более высокое энергоемкое состояние, потому что если здоровье вас подводит, спорт помогает вам терять здоровье как-то помедленнее. Если говорить так черным юмором. Если мы говорим о том, что ваше здоровье не имеет никаких медицинских противопоказаний, тогда мы стремимся к тому, чтобы наше тело, наша физическая подготовка позволяла нам решать не 30 поставленных задач на год, а 50 и 60. То есть мы за счет того, что в хорошей физической форме, можем большой объем задач сделать легко, без лишнего напряжения, без лишней раскачки. Сфера здоровья и спорта находится по диагонали со сферой духовный рост и творчество. То есть у нас в нашем организме есть очень гармоничное взаимодействие между нашими жизненными принципами и нашей физической форме. И если вы находитесь в гармонии сами с собой, тогда ваши задачи, которые сами себе ставите, я еще раз напомню, что в колесе жизненного баланса LongSwim никто вам задачи ставить не будет.
вы сами в силу своих амбиций и в силу понимания своих возможностей ставите свои цели, стремитесь к этим целям. Мы всего лишь на своем канале помогаем вам раскрыть потенциал того инструментария, который есть. Мы вам накидываем для размышления какой-то пласт теории. Этот пласт теории говорит о тех возможностях, которые есть в параллельных сферах. Вы можете это применять или не применять, но если вы найдете способ применения этих знаний, мы будем вам благодарны. Пускай это будет ваша история успеха в комментариях. Эта история успеха в комментариях будет кого-то воодушевлять на новые усилия, кого-то будет вытаскивать из состояния эмоционального выгорания. Следующая сфера, друзья и окружение, где практика благодарности для вас будет, безусловно, полезной. Если у вас тяжелые, достаточно натянутые отношения с вашими родственниками, через практику благодарности для вас это шаг, шанс, возможность еще раз начать эти родственные взаимоотношения с чистого листа, понять, что каждый человек уникален, некоторых людей не стоит переделывать, нужно быть им благодарным за то, что это часть вашего рода. Некоторые люди будут вас раздражать. Это еще раз повод в себе проработать то, что вас раздражает в этом человеке. Нужно перейти в более высокое состояние от 4-8 к состоянию 8-10. И в состоянии 8-10 вас эти люди, как правило, не раздражают. Почему? Потому что у людей, которые вас раздражают, энергетики очень мало. Вы чувствуете, что они энергетику тянут у вас состояние 0,4, вы никакой энергетикой не можете поделиться, совместных действий невозможно, потому что у вас разные принципы, и поэтому и возникает раздражение. У кого есть еще какая формулировка раздражения, как она возникает, пожалуйста, пишите в комментариях, приглашаю всех к дискуссии. И следующая сфера, где сфера благодарности, это ежедневный ритуал, это семья и отношения. Пожалуйста, своему любимому человеку, любимому мужчине, любимой женщине обязательно скажите, как этот день прошел у вас и почему вы испытываете благодарность именно к этому человеку. Это еще для вас одна возможность с человеком построить гармоничные отношения. Если у вас что-то идет не по плану, вы чувствуете, что эмоционально вы друг друга истощаете, именно благодарность будет тем спасительным плотиком, который позволяет вам на отношения взглянуть с положительной стороны. Почему? Потому что в отношениях, на какую сторону вы смотрите, ту сторону вы укрепляете. То есть каждый человек уникален. Есть слабые стороны. Если вы на слабые стороны обращаете внимание и не желаете человеку помочь справиться с этими слабыми сторонами, то ваши отношения переходят в разряд натянутых. Именно техника благодарности позволяет вам в отношениях получить ту легкость, когда ваш дом встает островком безопасности и уюта. Тем, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. В нашем видео, которое называется «Как начать практику благодарности», открыта дискуссия, что полезного можно сделать через практику благодарности. Пожалуйста, пишите свои истории успеха. Всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. У вас все получится. Я в вас верю.